A partire dal 2014, dopo che Mariupol è stata sotto il controllo delle milizie indipendentiste di Donetsk per poche settimane, l'Ucraina ha iniziato a trasferirvi numerosi reparti dell'esercito e della Guardia Nazionale. Inoltre Mariupol era diventata di fatto la capitale del reggimento Azov. Alla fine di febbraio, quando è iniziata l'offensiva delle milizie popolari sostenute dall'esercito russo, le caserme di Mariupol sono diventate il primo target dei bombardamenti russi. Le migliaia di soldati ucraini si sono disseminati in tutti i quartieri, occupando e creando linee difensive in scuole, ospedali e in migliaia di palazzine, riempiendo questi edifici di armi e munizioni. Il grosso delle truppe ucraine sul fronte meridionale ha abbandonato trincee e villaggi ripiegando verso la città, ossia in un contesto dove è più semplice difendersi. È più semplice per l'esercito, ma è estremamente pericoloso per i civili. In questo modo è stata messa in pericolo la vita di centinaia di migliaia di persone, alle quali non è stata data la possibilità di lasciare Mariupol. 10 дней вот тут вот жили, полуподвальное помещение, потому что на 9-м, вон там моя квартира. Квартира целая, заходи, живи. Вон зелененький балкончик наверху, там я живу. Живу. Хочется сказать, что живу. А подъезд, конечно, разрушен, половина дома. Но хочется верить, что ребята восстановят. По стороне она, видно, почему и очень сильно пострадала, выбивали отсюда их. А подробно что? Подробно они заскочили в дом. Они кто? ВСУ. Они заскочили и начали открывать двери. 4-й, 6-й, 8-й этаж, вот именно вот эта сторона. Сказали, нам надо, чтобы просматривалась эта дорога. Это как раз мы еще здесь были. А вы с какого района? Я живу вот отсюда, с проспекта Строителей. Какая сейчас обстановка? Ну, обстановка какая? Более-менее спокойно стала. Вот. Мы, конечно, тоже бежали. Азовцы тут гнали нас, потом вернули свой дом, обгорел, Металлурга 25. Вот. Но ребята донецкие встретили от и до. И накормили, и напоили, и все дали, и успокоили. Потому что мы пришли уже такие все в таком состоянии. Это невозможно было представить, потому что гнали и кидали эти Молотова, вот это, в общем, по схеме работали. В вашем доме стояли украинские военные? Да, азовцы. И как вообще это произошло? Их погнали туда дальше. Они же подожгли наш дом уже почти что полностью выгорел, полностью. Вот так, часть, несколько там квартир осталось, вот где мы сейчас находимся, несколько человек. Как они к вам обращались? Кто? Азовцы. Азовцы, ну как обращались? Ходили, знаете, как зомби. Вежливо все. Мы говорили: ребята, зачем вы стреляете? Не надо этого делать. Мы не стреляем, это русские стреляют. Вот, хотя мы сами видели это все прекрасно, своими глазами, как они подожгли. Они перед этим сказали нам, значит, ребята, сейчас будет самолет, будут бомбить, 15 минут вам дается, чтобы быстро собраться. Вот это было дело утром. 3-го, по-моему, или не помню, раньше еще, мы еще сидели в Доме пионеров. Ну, а потом, значит, никакого самолета не было, они подожгли и погнали туда, к морю. Вот. Тут боеприпасы у них, ящики стояли, целый я относил. Это украинцы, да, стояли здесь? Да, украинцы. В каждом подъезде? Да, и вот их снаряжение. Они стреляли прямо из подъездов? Они все сломали двери, они прямо из окон стреляли, с квартир. Тут все квартиры сломанные. Можем зайти в какую-нибудь? Можно, сейчас. Вон, видите, зеленая. Вот она, Монка. Такая была валяется. В мешке, я относил туда. Ты держи. А на 3-м была в мешочке такая. Вот. То есть здесь квартировались, да? Ну вот военные они, да. Алкоголя немало. Да, тут они веселились. А угрожали как-то вот Они нервным? всех людей выселили, короче. Ну и вот, кстати, вот формы.
Они покидали, да, военной формы, переоделись? Ну, наверное, да. Мы там за ними, короче, не смотрели, в подвале. Ага. И колом у них. Вот он. И они все двери взламывали. А там еще есть какая-то, ну, ящики, принадлежность какая-то военная? Там все сгорело, навряд ли. Национальная гвардия, да? Тут любые были. Говорили, Азов стоял. И Азов тут был. Много спиртного, они там увлекались, да, этим? Ну, во всех комнатах, да, смотри. Вот целый валяется. Вот тренога, видишь? Угу. Вот пулемет, а вот ствол от него. Ну, это же пулемет, Это пулемет. вот ствол. Поставили себе вот такую позицию. А в квартирах здесь стояли позиции? Да. Вот я. И здесь квартировались. У них 4-й этаж насквозь пробит. Можно в первом подъезде зайти, а в 4-м выйти. Хочешь, покажу? Давайте. Без запала. Ну, вы не слышали, какие у них были настроения? Готовы были ли сдаться? Не, бодрые, веселенькие. Вот смотри. Пролом в стене, это выход на другой подъезд. Вот там точно такой же. Может, сейчас другой подъезд выйти. Отступали, все спалили. То есть они, дом сгорел, потому что не отступали? Ну, наверное, улики какие-то продали. То есть это не от обстрела пострадал, Нет, сгорел дом? нет, это специально подпалили. Они выгружали все книги. А потом Это уже интересно. все полки вывернуты. Это вход в другой подъезд. Пробито. Вот стена, видишь? Quindi in questo modo da una parte all'altra della palazzina si spostavano i militari ucraini della Guardia Nazionale che occupavano questo quartiere. Hanno creato un vero e proprio fortino. Aprivano il fuoco da una parte e si nascondevano subito dall'altro lato dell'edificio. In ogni scala troviamo armi, munizioni. E un'altra cosa molto interessante è il fatto che gli abitanti di questo edificio, di questa palazzina, affermano che i danni che vedete non sono stati causati dai bombardamenti russi, ma sono gli stessi militari ucraini, может здесь спустимся, che hanno dato fuoco all'edificio. Ну, это было не очень приятно, потому что вроде как бы мы же тоже граждане Украины. И нас должны были, во всяком случае, если не защитить, то не обижать. А получилось, что, знаете, когда к тебе забегают, выходи быстро там в течение, там мы здесь будем что-то строить, баррикады, или здесь жить, или что-то, ну, знаете, это страшно. Потому что мы такие же граждане, как и они. Просто у них есть военные обязанности, а мы просто заложники ситуации, причем не по своей воле, скажем так. Зайдите, поснимайте, потому что, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот эта сталь вот оттуда видна. Ну, как бы пройдите, посмотрите. Вот снаряды сюда прилетали. Вот Да, здесь первый два снаряд снаряда. был здесь. Вот там снаряд был прилетел. С какой стороны прилетал? Отсюда, Вот там. с этой С стороны. завода? С завода. Он прилетел. Это когда сюда уже приблизились российские военные? Не. Нет, это еще в начале. Не. Но даже когда не было еще как бы конкретно российских войск на территории старого города, просто мы проходили мимо, и мы уже видели, что, знаете, такое ощущение, что старый город его специально Специально гасит развалили. его просто. Ну, Просто вот конкретные попадания в равняет. дома, вот в дома, просто в жилые дома. Они стоят без крыш, ну вы там проходили, видели. Они стоят без крыш, они просто разбиты. Не знаю, Такое люди успели выйти, не ощущение, что успели. специально не его знаю. разбивали. Ну, раз зачищали территорию Ну, перед чисто так, заводом. чтобы он не принадлежал никому, ничему, Ну, никому.
Да, не достанется же ты никому. Да. Получается такая какая-то Такая ситуация, просто что мы же тут живем, мы же живые люди, мы же, ну, И это это- то, что ты к чему стремился, то, что ты приобрел, там, знаете, что-то, и ты лишился в один миг всего. За А 2 как вы месяца думаете, они понимают, что они уже сюда не вернутся? Мы надеемся, что... Дай бог, чтобы они не вернулись. Потому честно что, мне говоря. кажется, второго такого пришествия город не переживет. Да. Человек всегда должен быть право выбора. Право выбора. Ну, то есть нам это какая-то конституция. Как бы нас не выпускали из подъезда. И мы сидели в подвале, потом пожар был, все начало рушиться. Как вы входили? Выпускают, да, все нормально. Мы даже успели зайти к друзьям, они в районе Азова. Сейчас где живете? В подвале. Вот здесь живем, Сколько в подвале. человек? Все. 8 человек нас здесь. И там Двое 11. деток там с нами. И там бабульки, дедульки. Это у нас лежат. одно убежище. Вот оно. Просто разные входы. А как здесь вообще развивались события? Вот У дом нас бомбили сгорел. 4 дня. Зашли сюда украинцы, 6 человек, и началось. И с этого все На началось. 4-й день нас выпустили. Не знаю, вроде говорят, что с этажа что-то кинули. Мальчику 16 лет оторвало стопу. Кинули снаряд Пришли прямо в этот. военные Потом мы, украинские, да, сказали, костер. пописайте, все пройдет. У нас тут было Нас 120 очень человек. 120 человек было в подвале. А с этого дома стреляли? Вот Стреляли эти? украинцы. Украинцы На стреляли двух с этажах. пулеметов. Ну, украинские. На 2 этажах они заняли позицию. На верхних этажах. Сказали, что будут корректировать движение, там чего-то. А потом начали бой отсюда. И вот все это завязалось, и пошло, и пошло. И вот такие вот дела. Мы когда вышли после 5 суток, мы Ну, обалдели. На этажах было много вот этого И в это время, гранатометов представьте, или у нас чего-то. куча детей, приходилось готовить. Колбуты. У нас мангал здесь, мы выскакиваем, начинается вот свист мин, мы заскакиваем. Вот готовить под такими, в таких Под условиях, снарядами. под снарядами. К ним обращаются, женщины вышли, просили, Мы вышли, уходите просили, отсюда. уходите, ребята. А мы он знали, смотрит, чем он это меня не закончится. видит, я не знаю, или он под чем-то, или что. Он сказал, у нас приказ. Ну, приказ. Вот и мой Нет, приказ. он сказал, мы захищаем рідну землю. Да. Вот они сели тут, кого не А защищали. то, что здесь. 120 человек в подвале внизу сидят, никого не интересует. Голодные, холодные. Вот так и развивались события.